Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда нельзя обнимать его на камеру. Девятое место. Факты, как говорится, налицо. То, как изменилось лицо Чангука, когда Тэхён выбрал его комнату. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Скрытые смыслы в клипах BTS. Намек на Вигу». Что на самом деле скрывается за взглядом Тэхёна в клипе BTS? От клипа к личной жизни. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук точно как я. Я тоже не люблю прикосновения, даже если это хороший друг, сразу начинаю брыкаться. И только есть парочка людей, кому я позволяю тактильность, с кем я чувствую себя максимально комфортно. А у Чангука это его Тэхён. Седьмое место. Чангук такой Чангук. Шестое место. Поведение пары. Реакция Тэхёна, когда пришел Чангук, и реакция Чангука, когда пришел Тэхён. Первые два фото. Не забывайте про реакцию Тэхёна на выступление Халзи, когда она исполняла песню об однополой любви. О его слезах на глазах тоже не забывайте. Эти слезы кричат о многих вещах, о которых вслух он говорить не имеет права. На Инкигая-шоу Тэхён выступил в ЛКПТК футболке, выпущенной Национальной баскетбольной ассоциацией NBA. Тэхён носил футболку с изображением кита Харинга. Кейт Хэрин – художник, гей, который откровенно заявлял о своей ориентации и называл свое искусство гомоэротическим. Кстати, Хосок, Чангук, Чимин и Юнги тоже носили вещи с принтами рисунков этого художника. Однажды Намджун рекомендовал книгу «Исповедь маски» Ю Мисимы. В ней идет речь о борьбе гея в обществе, о том, что главный герой должен носить ложную маску, чтобы скрыть свою ориентацию. Есть слух, что она стала вдохновением для Singularity Тэхёна. Не только Тэхён поддерживает ЛГБТ-комьюнити.
Участники всегда открыто демонстрируют свое уважительное отношение к сообществу. Пятое место. Такое неподдельное счастье. Им так хорошо вместе. Четвертое место. Забота. Думали ли вы о том, как надежны в руках Чангука? В них совсем ничего не страшно. Там сила и нежность, поддержка и негласная. Я рядом, всегда и каждый раз помогу, если надо. Разряды любви и ее проявления, жесты внимания и бесконечной заботы. В них Тэхён, защищенный и дорогой самый. Третье место. Новости. Тэхён изменил профиль и имя в приложении с отчетом службы. Об этом он поделился в Instagram. Он выбрал имя Элио, объяснив, что так его раньше звали, когда он учился в английской школе. Но есть еще персонаж Элио из одноименного анимационного фильма студии Pixar. Элио — это персонаж противопоставления героическим стереотипам. Он не супергерой, он не силен физически, но у него доброе сердце, открытый разум и способность к глубокому сопереживанию. Это делает его идеальным послом человечества в галактическом контексте. Двухминутные эфиры с Ким «Угадай», что выкинуты Хёном уже совсем скоро. Тэхён любит творчество Баскии и Александра Колдера. В его комнате замечены их работы. Оба являются представителями ЛГБТ. Он носит футболки с изображением кита Харинга, художника, открытого гея, и Берта, и Эрни, персонажи из шоу «Улица Сезам», которые являются по задумке сценариста гей-парой. Тэхён выкладывал фото Стани в окружении этих персонажей, и игрушки были у него дома. Возможно, все те детали, о которых я пишу, это случайности и совпадения, но, как показывает практика, случайности не случайны, особенно когда дело касается Тэхёна. Напоминаю, что через 12 дней Чангук подарит нам свою очаровательную улыбку. Чангук использовал мопедов при создании логотипа к своему Golden Closet Film. Журнал Нью-Йорка в 2013 году разместил на своей обложке изображение этих двоих игрушек, когда выпуск был посвящен решению Верховного суда об однополых браках. До сих пор ведутся споры касательно ориентации мопедов, ведь они просто куклы, но суть в том, что в сообществе ЛГБТ, как и в Америке, их считают гей-иконами. Культурный нарратив, стоящий за их отношениями, гомосексуальный.
Наш друг, бро, Макне, золотой мужчина, артист, до конца дней, до последнего вздоха мироздания. Напомню и об этом. На фото один из членов команды Тэхёна, одет в толстовку с Микки Маусом из коллекции Микки Маус Disney Pride Collection. На Тэхёне, кстати, такая же, но из-за капюшона не видно рисунка. Как известно, в июне в Париже проходит Pride Month, время, посвященное празднованию и ознаменованию гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Парк, по которому гуляли ребята, оказывает поддержку ЛГБТ-сообществу, устраивая различного рода мероприятия, одним из которых является и Magical Pride. Тем самым Диснейленд дает возможность членам сообщества ЛГБТ проявить себя и отлично провести время, празднуя месяц гордости. Чангук сказал: «Мне не очень нравится быть милым». Также Чангук. Стилист Тэхёна Чхвёну Джин отвечал за его прическу для фотосессии «Базар Корея». В интервью его спросили: на этом фотобазар уникальное преображение синих волос Ви привлекло внимание. Почему вы выбрали именно этот цвет? Муджин ответил: после обсуждения общего сюжета, оформления и концепции фото и съемок, заранее запланированных базар, на ум пришла мизансцена из «Назови меня своим именем». Если говорить о мизансцене фильма, то она передает эмоциональную и физическую близость героев, плавный переход от юности к взрослению, осознание своих чувств и процесс идентификации себя. В фильме все, начиная от цветовой палитры, заканчивая деталями, делает акцент на том, чтобы зритель не просто смотрел его, но и прочувствовал эту историю сердцем. Тэйкук — это нежность, ласка и забота. Хочу напомнить о культовом выходе Чангука и Тэхёна на премьеру фильма и разобрать их одежду. Тэхён. Вверх – винтажная футболка с изображением Оскара Уайльда, который был заключен в тюрьму за гомосексуальность. Со временем Уайльд стал иконой ЛГБТ-культуры, как мученик, как эстет, как гений, чья жизнь и творчество говорили о свободе быть собой. Его письма стали квир-классикой, а его образ вдохновлял художников, писателей и активистов 20-21 веков. Сегодня Уайльд не только великий писатель, но и вечный символ борьбы с репрессиями и права на любовь. Чангук. Для выхода он выбрал куртку бренда Infants Richest Primes, на которой есть несколько принтов с текстом. Разберем детали. Текст номер 1. «Все мы согрешили и лишены славы Божией. Мы все блуждали, как овцы. Что мне делать, чтобы спастись?» Все это – слова из Священного Писания, которые навевают размышления на тему вины, искупления и поиска спасения
что перекликается с историей христианских мучеников Павла и Силы, заключенных за свои убеждения. Сквозь призму ЛГБТ-сообщества Павел и Сила являются символом несправедливого угнетения, примером духовной силы и верности, моделью освобождения и обещанием, что Божья любовь и спасение доступны каждому без условий. Текст номер 2. Excerpts from the Anonymous Diary of a New York Youth – это название книги Тейлора Мида, в которой молодой человек ведет откровенный дневник с элементами меланхолии, бунта и самоанализа. Герой сталкивается с ощущением отчуждения, давления со стороны общества и семьи, и в то же время ищет красоту и смысл в хаосе городской жизни. Основные темы, которые затрагиваются в книге – ЛГБТК, идентичность, взросление и формирование личности, одиночество среди толпы, зависимость, мимолетные связи, внутренний кризис. Произведение стало культовым в ЛГБТ-искусстве и отражает дух свободы, боли и самопринятия. Возможно, и тут, конечно, жирное совпадение, но тот факт, что Вигу выбрали такой аутфит в первый свой совместный официальный выход. Мне лично все понятно уже давно. Прекрасный Эдит с прекрасным Чангуком. «12 лет назад, в этот день, Тэхён был объявлен участником группы. Расскажу вам, как он попал в компанию и почему его скрывали дольше всех от армии. Как все мы знаем, Тэхён попал в Бигит совершенно случайно, он сопровождал своего друга на прослушивание. Во время собеседования менеджеры попросили Тэхёна спеть, и так вышло, что друга не взяли, а Тэхён попал в стажеры. Они спросили меня, не хочу ли я попробовать, и я согласился. Я станцевал, и они сказали, что еще. Я спел для них, и они спросили, что еще вы можете нам показать. Я показал битбокс, они спросили, что еще. Я прочитал рэп, они спросили, что еще. Я принес свой саксофон и сыграл для них, на что они ответили, у вас есть, что еще вы можете показать нам. И после всего этого, наконец, сказал, нет, мне больше нечего вам показать. Статья 2021 года. Тэхён начал практику в 2011 году, а фандому его представили всего за 11 дней до дебюта в 2013, и это при том, что каждый участник уже имел опыт общения с армией как на мероприятиях, так и в соцсетях, нарабатывая свои фан-базы. Тем не менее, Тэхён стал первым участником, у кого появился свой личный фан-сайт спустя 7 дней после его представления. Как объяснил Бан Шихик, столь позднее знакомство Тэхёна с фандомом. Нам нужен был импульс, чтобы объявить, что команда под названием BTS наконец была полностью укомплектована. Тэхён обладает невероятным обаянием и шармом. Это касается как его внешности, так и личности, поэтому я подумал, будет впечатляюще, если он появится в последний момент. Это была эффективная стратегия в формировании общего имиджа команды, а также для создания впечатления о каждом ее участнике. Думаю, тут дело не только в стратегии, но и страхе, что Тэхёна могли переманить другие компании, ведь он правда отличался от всех своих сверстников яркой внешностью, манерами и голосом, среди айдолов, аналога которому нет. Тэхён тяжело переживал тот факт, что он не может общаться с армией. Позже он сказал, когда все участники снимали свои влоги, я был единственным, кто не мог этого делать. Из-за этого мне было очень грустно. Я бы мог последовать их примеру и снимать свои собственные, но в любом случае не смог бы загрузить их. Снимая себя в одиночку, я говорил на камеру, сегодня такой-то день, такого-то месяца 2013 года, но никто не публиковал это. Серые дни позади, сегодня Тэхён сияет ярко, став одним из самых влиятельных людей в мире музыки. Спасибо, что пришел тогда и стал на этот непростой путь.
Лицо кей-попа. Golden Senas, фанбаза Чангука по стриму на YouTube, представила вторую часть проекта к его возвращению. Благотворительная организация Golden Smile «Наследие любви», вдохновленная Чангуком. Спонсорство хирургического лечения для двоих деток, родившихся с расщелиной губы и неба. В честь Чангука, который учит нас любви без границ, мы создали благотворительную организацию Golden Smile Charity, чтобы отражать свет, который он приносит в нашу жизнь. Теперь, когда он вернулся, мы хотим, чтобы этот свет сиял еще ярче. В этом году, с искренней преданностью, наша команда администраторов вместе с Golden Senas связалась с организацией, чтобы спонсировать хирургическое лечение двух молодых душ, родившихся с расщелиной губы и неба, состояния, которые влияют не только на внешность, но и на дыхание, речь и самооценку. Наши сердца с ними и каждым ребенком, который молчаливо переносит эту борьбу. С помощью этого жеста мы надеемся облегчить их боль, предложить исцеление и подарить им улыбку, полную мужества и радости. Речь идет не только о нас, речь идет о них. Мы верим, что возвращение Чангука знаменует собой нечто большее, чем личную главу, это глобальный момент любви, надежды и обновления. Пусть эта благотворительность станет одним из многих способов, которыми его свет коснется жизни, доказав, что влияние одной души может зажечь тысячи других. Какой драгоценный проект! Вы там не расслабляйтесь. Эти 7 парней стали настоящими братьями, и их связь действительно трогает до глубины души. Они прошли через многое вместе, а отношения стали настолько крепкими, что иногда кажется, будто они знают друг о друге все. И вообще видно, с какой теплотой каждый из участников говорит друг о друге. Когда я смотрел выпуски Шучита, заметил, что Юнги при любом удобном случае подчеркивал, что участники очень близки друг с другом, что они уже словно братья. Это каждый раз вызывает улыбку. Музыка, конечно, очень важна, ведь мы приходим, в первую очередь, из-за нее. Но когда ты погружаешься глубже и видишь, насколько родными стали такие разные люди друг для друга, то понимаешь, что BTS — это семья, где каждый готов подставить плечо, когда кому-то тяжело. Именно эта искренность и единство делают их такими любимыми для нас. Очень скучаю по ребятам и жду того момента, когда мы сможем увидеть их вместе. И чем ближе этот момент, тем сильнее ощущается тоска. Радует, что осталось совсем чуть-чуть. Я знаю, вы нуждаетесь в дозе юных Тэйкук. Эфир Хасока. Я сейчас по пути на корпоративный ужин, не могу долго говорить, я зашел, чтобы сообщить вам, я завершил концерт хорошо. Я не знаю, как это было для вас всех, но для меня пролетели почти 3 месяца, я старался изо всех сил, чтобы показать вам лучшее шоу, а теперь все закончилось. Ел ли я? Сейчас пойду есть. Ах, не могу поверить, я заплакал на концерте.
Вы смотрели вчерашний концерт в прямом эфире? Мне кажется, что вчерашнее выступление было немного лучше. Сегодня мне показалось, что чего-то не хватило. Я совсем не планировал плакать, вообще. Но когда говорил финальную речь, кажется, все накопившееся внутри просто вырвалось наружу. Я правда думал, что вообще не заплачу, честно. Я совсем не ожидал. Я вложил в этот тур всю свою жизнь. За время тура я несколько раз болел. У меня были простуды, температура. Вы же знаете, что в Мексике мне пришлось обращаться к врачу и лечиться, и это было тяжело. Я вспоминал все это, и нахлынули эмоции. Я чувствую, что завершил большую главу своей жизни. Что больше всего расстроило в этот раз, это то, что я очень хотел поехать во многие страны и регионы, встретиться с большим числом АПМУ. Если мне выпадет еще один шанс, я обязательно приеду к вам. Его талия. Рискнете представить, какой она стала теперь? Случайная подборка для тех, кому сейчас очень не хватает уюта. В преддверии новых моментов мы вспоминаем старые. И он ведь знает, как он хорош и притягателен. Я отказываюсь что-либо говорить, сами комментируйте это безобразие. Эти образы Чангука лучшие. Эта прическа не заслуживает ни одного плохого слова. Всем, кто говорил на нее плохое зло, вон.
Просто Чангук держится за весь свой мир. Второе место. Это так интимно. Он просто решил, что самое лучшее действие – это пожирать его взглядом. Когда все загадали желание на падающую звезду, Тэхён просто наклонился и загадал на Чангука. С самого начала его звездой был Чангук. Первое место. Как привлечь внимание своего парня. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.